Это распаковка клавиатуры HyperX Alloy FPS на коричневых свечах Cherry MX Brown. Почему я взял именно Cherry MX Brown? Дело в том, что на витрине были клавиатуры на синих свечах Cherry MX Blue и на красных свечах Cherry MX Red. Я никогда не беру ничего с витрины, но не с витрины была клавиатура на красных свечах. Однако, почему я взял именно на коричневых свечах? Потому что у меня была возможность, во-первых, опробовать те клавиатуры, которые были на витрине, то есть на синих и на красных. И склонился я именно к коричневым. Почему же все-таки я склонился к коричневым? Потому что, с одной стороны, красные свечи, они линейные, и, по идее, самые тихие. Вот. Но синие свечи, они, скажем так, комфортные для, допустим, печати. И они, поскольку они кликающие, то они имеют и тактильный отзыв, и характерный клик от срабатывания. То есть, если вы нажали, почувствовали тактильный отзыв и услышали клик, то вы абсолютно уверены в том, что вы кнопку эту нажали. Вот. Но, однако, мне не нужен клик. Это слишком громко, и меня самого это раздражает. Я попробовал попечатать, и я понял, что синие мне точно не нужны. Обратился к консультанту, пробить по базе, и потому что на сайте я посмотрел, на коричневых свечах клавиатуры была одна, причем по ходу, но на витрине ее не было. Посмотрели по базе, да, действительно, в одном экземпляре лежит новая, нераспакованная, где-то там в глубине, на коричневых свечах. Никогда не распаковываю на месте, но в этот раз пришлось распаковать на месте, потому что я должен был просто для себя сравнить. Это моя первая механика. Сравнив, я понял, что тактильная отдача у коричневых свечей все-таки есть, и это есть good, это есть хорошо. Так, мы не с этой стороны распаковывали, мы вот с этой стороны открывали. Сейчас мы ее откроем и затестим. Надо, конечно, ее проверить. Конечно, подключим к компу и проверим потом, что все кнопочки работают. Как он сказал, 14 дней на проверку, что все работает. Так, аккуратненько открываем. Одной рукой, насколько это возможно. Всегда сохраняю упаковки и коробки, по крайней мере, на время действия гарантийного срока. Сейчас мы ее аккуратненько откроем. Иди сюда. Так, коробочку в сторону. Открываем. Видим чехол. HyperX это тот же Kingston. Бумажечка. Quick Start Guide. Но она нам не особо-то и понадобится. Еще одна бумажечка с поздравлениями. Congratulations on joining the HyperX family. Спасибо большое. И вот, собственно, сама клава. Саму клаву мы не доставали даже. Я просто вот так вот тактильно ее почувствовал. Это кайф, ребята. В отличие от красных свечей, ты прям вот чувствуешь под пальцами тактильный отзыв. То есть вот она немножечко как бы сопротивляется, и ты понимаешь, что ты действительно клаву на кнопку нажал. Так, ну что ж, аккуратно нам надо ее достать. Металлическая пластина сверху. Плохо то, что нет подставки под запястье. Я привык к подставкам под запястье. Что мы видим? Кейкапы 1, 2, 3, 4 и VASD. И ключик для смены. Ну, нам это пока не пригодится. У меня слепая печать. Так, и корд. Собственно, кабель для подключения. Стоп, а почему их два? Почему их два? Не понял. Так, на самой клаве у нас что имеется? У нас микро-USB, мини-USB, а это порт для зарядки. Что у нас здесь? Alloy FPX, бла-бла-бла, Brown, все дела. Так, здесь-то что? Я понял.
Это нужно для того, чтобы работал порт зарядки. То есть, получается, она будет занимать как бы два порта USB для того, чтобы иметь возможность подзаряжать устройство. Какой у нее вообще максимальный ток-то на зарядку? Не написано здесь. Не вижу. Да не очень-то... Нет, 5 вольт, 1000 миллиампер. Ничего себе. 1 ампер. 1 ампер может гнать по порту. Ну, хорошо. Значит, заряжать точно будет. Так, вообще, на мой взгляд, все это дичь. Дополнительные мультимедийные кнопки для управления там звуком или плеером, там какие-то для записи макросов, в отличие от той же вот G15, которая у меня была от Logitech. Все это дичь. Прям чувствуется вот пальцами момент нажатия. Тактильный отзыв идет. На красных свечах такого нет. То есть, как ты нажимаешь, так и нажимаешь. Хорошо. Так, потом подключим к компу и проверим. Резиновые ножки, все на месте. Так, ну что, надо подключать и пробовать печатать. Ну вот, включили мы ее. Подключили. Каким макаром подключили, кстати? Вот таким. Пришлось занять два USB порта. Я так понимаю, один информационный, а другой нужен именно для того, чтобы питать устройство для зарядки. Ну и ладно, ничего страшного. У нас все равно еще в запасе один USB Type-C порт. Ой, господи, один USB 3.0 порт. Так что, если что, запас есть. Так, грузится винда. Сейчас мы увидим password. Нет. Паспорт мы показывать не будем. The password is incorrect. Интересно. Ну, все нормально. Так. Ну, что делать? Надо попробовать ее в печати. Откроем какой-нибудь Notepad++ и начнем печатать. Так. Ну, начнем с чего? Тильта работает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Так, ну, естественно, скобочки. Там, но. Backspace работает. Так, Tab работает. Верти. Все норм. Каплок работает. Намлок работает. Так, что у нас там? Угу. Так, Shift работает. Этот Shift работает. Длинный Shift вообще радость. Так. Ну что, так, Ctrl-A работает. Ctrl-C. Даже Ctrl-X. Ctrl-V. Все норм. Клавиша Windows работает. Так, Function, все дела. Свойства. Skip работает. Пробел работает. Так, здесь этот Ctrl. Все работает. Курсорные клавиши работают. Так, Delete работает. End работает. Page Down. Page Up. Home. Insert. Ага, все нормально. Так, теперь цифровой блок. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Плюс-минус. Enter. Точка. Намлок работает. Капслок работает. Скролл-лок. А что за дела со скролл-локом? Pause break. Какие у нас вообще-то эти клавиши-то есть? Намлок, каплок и скролл-лок. Что не так? Как проверить клавишу скролл-лок? Ну ладно, в общем, в целом все норм. Никаких мискликов.
все нормально. Вторая часть знакомства с этой клавиатурой. HyperX Alloy FPS Pro на Cherry MX Brown. Как видите, я подключил свой телефон в порт зарядки. Он, подчеркиваю, именно только для зарядки. И он чисто заряжает. Это не хаб, то есть устройство определяться не будет. Вот, так что имейте это в виду. Ну и ладно, не очень-то и надо, в общем-то. Я вообще предпочел бы, чтобы никаких дополнительных лишних функций в виде там какого-то USB-порта и, в общем-то, и не было. И не нужно. Так, теперь мы должны сейчас кратко пройтись по функционалу. Функционал такой, сейчас пока от зарядки отсоединим. Так, иди сюда. Значит так, что мы имеем по подсветке? Даже не знаю, наверное, надо свет выключить, чтобы было и виднее. Сейчас. Вот. Чтобы было видно, что по подсветке. Значит, у нас имеется клавиша FN, Function, которая позволяет нам управлять, собственно, режимами этой клавиатуры. Что, во-первых, начнем с этого. Есть такое понятие, как Game Mode, игровой режим. Он нужен для того, чтобы блокировать нажатие клавиши Windows в игре. Видите, сейчас она работает. Вот. Сейчас мы нажмем, значит, клавишу FN и клавишу F12. Как видите, вот буква G нарисована, типа игровой режим. Это у нас блокировка Windows. Нажали. Загорелся индикатор игрового режима. И вот мы нажимаем Windows. И ничего не происходит. То есть клавиша Windows заблокирована. Так. Отпускаем его. Так. И все. Теперь снова все работает. Так, далее, теперь пройдемся по подсветке. У нас, значит, стрелками вверх и вниз регулируются 4 градации подсветки. Ну, как 4? Получается 3, но 4 это выключает подсветку вовсе. Но, перед тем, как это сделать, давайте сначала пройдемся по режимам подсветки. Значит, выбираются они также клавишей FN и кнопками влево и вправо, стрелками. Значит, смотрим. Сейчас у нас вот такой вот режим, где подсвечено что? Только 1, 2, 3, 4, VSD и Ctrl. Ну и пробел. Так, смотрим. Переключаем режимы. Значит, давайте самый его конец сбросим. Вот, самый первый режим. На нем будет удобно показать, кстати, яркость. Самый первый режим, это вот FN и стрелка влево до конца, ну, в смысле до конца, ну, больше всего не переключается. Это когда у нас вся подсветка горит целиком и полностью. Все клавиши подсвечены одинаково. Да, подсветка тут только красная. Так, вот пока мы включили вот этот режим, давайте заодно посмотрим и градации подсветки. Так, градации подсветки у нас меняются стрелками вверх и вниз. Сейчас, я так понимаю, самая яркая. Нажимаем чуть-чуть поменьше, еще меньше. Еще меньше. И опа, выключили совсем. Итого получается 4 состояния подсветки. Как сейчас, выключено. Второй чуть-чуть включена. Третий еще включена. И четвертый самый яркий. Все, вот я нажимаю, больше ничего не меняется. Так, с подсветкой разобрались. Теперь, собственно, режимы этой подсветки. Режимы, точнее, и того, как она будет реагировать. Выбираются они стрелками влево и вправо. Значит, смотрим. Самый крайний режим это у нас, когда все клавиши подсвечены. Так, выбираем, значит, стрелочку вправо, FN и стрелка вправо. Что, вроде бы как бы и ничего и не поменялось. А нет, вот что поменялось. Она начала просто мигать. Видите? То есть она потихонечку гаснет, тухнет и опять загорается. Гаснет, тухнет, опять загорается. Так, смотрим следующий режим. Опа, ничего не светится. Как бы, да, вообще выключено. Но стоит что-нибудь нажать, и нажатая вами клавиша, она подсвечивается. То есть, как бы такой режим следования подсветки за нажатыми клавишами. Так, следующий режим. Тоже как будто бы ничего, но стоит что-нибудь нажать, и разбегается от нажатой клавиши волна подсветки по всей клавиатуре. Это кайфово выглядит, согласен, это просто супер.
Да, это офигенно. Так, следующий режим. Следующий режим это у нас просто бегущая волна. Волна бежит слева направо, слева направо. При нажатии, как бы, ну, подсвечивание клавиши не происходит, просто постоянно бежит волна. Так, и что еще? И последний режим это подсветка 1, 2, 3, 4, VSD и Ctrl и пробел. Так, все, больше режимов нет. Итак, давайте возвращаемся назад. Назад, еще раз. Значит, скажем так, режим первый. Подсветка VSD 1, 2, 3, 4, Ctrl и пробел. Это раз. Режим волны, бегущий слева направо. Это 2. Волна, разбегающаяся по всей клавиатуре от нажатой клавиши. Это 3. Подсвечивание нажатой клавиши это 4. Гаснущая и загорающаяся подсветка это 5. Вспыхивающая. И постоянно горящая подсветка это 6. Так, 4 уровня градации яркости. Максимальная. 1, 2, 3, 4. Выключено вообще, то есть еще раз, выключено вообще 1, включено 2, включено 3, включено 4. Все. Ну, концентрируйся. О, Господи, фокусируйся. 1, 2, 3. Странно, мне казалось 4. Так, выключено совсем. 1, 2, 3, 4. Не, на камеру просто плохо видно, но... Так, максимальная яркость. 1, чуть поменьше 2, чуть поменьше 3, чуть поменьше 4, выключено 5. Можно даже так сказать, вот полностью выключено, и градация 1, 2, 3, 4. Да, 4 градации яркости. Режим, когда выключен, не считаем. Теперь, по поводу мультимедиа. По поводу мультимедиа. На кнопках F6, F7, F8 это у нас что? Это у нас управление плеером. Оно у нас осуществляется также с нажатой клавишей FN, Function. Также Function у нас что? Звук включает, выключает. Проверяем. F9. Смотрим. Это мы нажимаем Function и звук F9. Дальше управление громкостью F10 минус, F11 плюс. Смотрим. F10 громкость уменьшается, и F11 с Function громкость повышается. Ну, игровой режим включает-выключает у нас клавишу Windows не нажимается. Опа! Нажимается. Так, что еще сказать-то? Сейчас свет включу. Ах, да, вот же еще надо что сказать. Надо вот еще что сказать по поводу такой фичи, как 6K RO и NK RO. Что это значит? Это 6K Rollover и NK Rollover. Это означает, что в режиме 6K RO у вас будут корректно обрабатываться максимум 6 нажатий. Этот режим включен по дефолту. NK-RO это вообще все клавиши будут обрабатываться при одновременном нажатии. Сейчас я это продемонстрирую. Так, значит, для этого нам нужно нажать FN плюс Del. В таком случае включится режим, когда обрабатываются все клавиши. И FN Insert именно 6-кнопочный режим. Сейчас мы все это уберем и продемонстрируем. Так, значит, включаем по дефолту 6K Rollover. Это FN плюс Insert. Но он, по-моему, сейчас и включен. Так, когда мы включаем какой-то режим, соответствующий индикатор должен моргнуть 2 раза. Вот, моргнул он 2 раза. Сейчас, значит, включен режим 6K Rollover. То есть у нас обработается максимум 6 кнопок. И как мы это можем проверить? Как мы это можем проверить? У меня же всего 5 пальцев на одной руке. Я даже не знаю.
Подставки у меня нет никакой для телефона. Так, ну, я могу попробовать, ну, вот так вот нажать. Короче, Z, X, C, V, это раз, два, 3, 4, 5, 6. Короче, M уже не должна нажаться. Ну, попробую. В общем, нажимаю весь этот ряд. Надо... Ну, стоп. Я же могу это ручкой сделать какой-нибудь или карандашом. Сейчас найдем что-нибудь. Или вот маркером. Маркера длины хватит? Раз, два, 3, 4, 5, 6. Да, длины маркера должно хватить. А, вот же карандаш есть. Ну, иди сюда. Хороший карандаш, Faber-Castell. Так, значит, вот. У нас включен режим 6K Rollover, 6K Rollover. Значит, у нас одновременно будут пропечатаны, обработаны только 6 букв. То есть, пробуем. Пусто. Нажимаем. Вау, вау, вау. Что это такое? Ну, я не знаю, может быть, рукой нажать на это дело. М захватилось. Блин. Может, маркером? Маркер закрывает раз, два, 3, 4, 5, 6. Вот как раз 7. Стоп. Боже, что я делаю? Сейчас. Какой фигней страдаю, кошмар. Вот. У нас нажалось только 6 букв. Я, Ч, С, М и Т. Я, Ч, С, М и Т. Потому что включен режим... Потому что включен у нас режим 6K Rollover. Так, ну попробуем еще раз. Так уж, для полноты эксперимент. Раз, так. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 7 М. Да, вот он как раз М закрывает. Так. Сейчас. Ну, как видим, всего 6 букв нажимается. Давайте с другого ряда попробуем. Так, вот, допустим, верхний ряд какой-нибудь. И не то. Ну, блин, фокусируйся. Короче, просто поверьте мне на слово, я пробовал руками. Одновременно нажимаю. Нет, ну это не дело, надо все-таки... Так. Что-то другое придумать такое. Ну вот, по идее, ручка. Вот этот ряд должна нажать. Может быть, просто ладонью нажать. Дикарство какое-то. Ну вот, нажал. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Всего 6 символов. Еще раз пробуем. Видимо, не все нажал. Так.
Ну вот, видно, да? Всего 6 нажалось. Сейчас мы то же самое попробуем с включенным режимом NK Rollover. В включении режима NK Rollover нам надо нажать FN плюс Del. FN плюс Del. Также он должен моргнуть 2 раза. Раз, два. Теперь мы должны суметь набрать сразу много символов. Вот, пожалуйста. Это я ладошкой просто нажимаю. Вон их сколько. Просто вот так нажимаю. Явно больше 6. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. А что я? У меня же там где-то счетчик должен быть. Внизу нампада. Так, теперь ну-ка давайте еще раз попробуем Alt Insert. Это у нас 6K Rollover. И пробуем еще раз. Ну вот, не больше 6. Как я это делаю? Не больше 6. Нет. Это я уже потом нажал. Не больше 6. Шесть. Не все нажал. Так. Какой самый длинный палец? Ну вот. Просто ребром ладони нажимаю. Вот так вот. Сейчас покажу. Ну вот. Не больше 6. Так, а теперь то же самое. Попробуем также ребром ладони. Включаем Del. FN Del. Все, это у нас NK Rollover. И также ребром ладони. Нажимаем. Что получится? Да. Просто не больше 6 нажал. Ну вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Ага. Ну вот, как-то так. Что еще сказать-то? Да вроде-то больше и нечего сказать. По яркости подсветки прошлись. Это FN. Вверх-вниз стрелки. По режимам подсветки прошлись. Это FN и влево-вправо. По блокировке клавиши Windows прошлись. Это FN и G12, F12. По управлению мультимедиа это все FN и кнопки F6, F7, F8. Звук FN F9, выключение, включение. И минус плюс звук это FN и F10, F11. Ну, вроде все. И по режимам включения клавиш. Так, какой же мне оставить? Наверное, я оставлю все-таки 6K Rollover, который по дефолту. Это FN плюс Insert. Все. У нас не больше 6 нажатий будет за один раз. Ну да. Попробую вот еще раз. Не больше 6. Да. Ну все, больше не знаю, что сказать еще. Короче, что мне понравилось, что вот порт подключения очень глубоко входит. То есть у него меньше вероятности, что он вылетит куда-нибудь или выпадет. Клава стоит очень жестко. То есть это сверху металлическая пластина, снизу, конечно, пластик. Я вот ножки открыл, мне удобнее, когда под наклоном. Ножки продублированы еще и на самих ножках. В смысле резинки стоят и на самих ножках. Тоже хорошо. И если вы резинки уберете, то вот там еще есть ножки. Короче, да, конечно, сумбурно, но в первую очередь записывал для себя. Поэтому как-то так, в общем. Будем пробовать, эксплуатировать. Вот еще что. Думал, брать или не брать версию Pro. Версия Pro отличается от обычной версии, которую я взял, тем, что у нее отсутствует цифровой блок.
Ну, то есть, типа, она короче. И за счет того, что она короче, ее удобнее, мол, типа, брать с собой, потому что, ну, для чемпионатов всяких, как их звать-то, киберкотлеты с собой берут клавиатуры свои. Ну, вот. Ну, я думал, что она будет покороче, надо, не надо. Но потом я подумал, во-первых, мне нужен все равно цифровой блок. Во-вторых, это удобно. В-третьих, у меня на цифровой блок забиндены всякие комбинации управления всяким софтом. В-третьих, скан-коды все равно отличаются цифрового блока и верхних клавиш, потому что, ну, когда я кодил, мне это было надо всякие хоткеи делать, обозначать. И вот, собственно, сравнение. То есть я вот сидел раньше с клавиатурой Logitech G15. HyperX Alloy FPS, даже полноразмерный с цифровым блоком, все равно короче, чем моя бывшая клава. Но это, конечно, ужас. Никогда не берите мембранки. Это вот то же самое, как с монитором. То есть всю жизнь просидев на TN-матрице и, наконец, перейдя на VA, я уже не перейду на TN. Это просто боль для глаз. Вот у меня стоит второй TN-овский монитор. Я его использую под комменты, но это кошмар. Это ужас. Просто один раз попробовав VA, на TN перейти уже невозможно. И один раз попробовав 144 Гц, вот как с этим монитором, уже на 60 Гц смотреть просто боль. То же самое. Это моя первая механика, но пока впечатление, первые, по крайней мере, вау-эффекты крайне положительные. Я не думаю, что смогу вновь перейти на мембранку. Хотя, мало ли как жизнь повернется. Но нет, это небо и земля. И хорошо, что не взял красные. Мне все-таки тактильный отзыв клавиш очень приятен. Прям чувствуешь, когда ее нажимаешь. А в Cherry MX Red такого нет. Но зато они не щелкают, как синие свечи. Ну, в общем, как-то так.